Всем рыбакам, а особенно фидеристам и карпятникам, хочу порекомендовать обратить свое внимание на компанию Грузила Опт. Это украинский производитель качественных кормушек, грузил и других рыболовных принадлежностей. Грузила Опт имеют свое собственное производство, а значит нет никаких посредников и соответственно цены совсем невысокие, но при этом качество на высшем уровне. Компания Грузила Опт производит большой ассортимент классических фидерных кормушек в различных весах и размерах. Тут без проблем можно найти как сверхлегкую кормушку для пикера, так и тяжелую для рек с быстрым течением. И раз мы уже заговорили о течении, кормушки с грунтозацепами здесь тоже присутствуют. Также очень радует, что компания уделяет большое внимание флэт-методным кормушкам. И наконец можно приобрести качественную флэт-кормушку по адекватной цене. Кормушки флэт также выпускаются в различных весах и размерах. Очень удобно, что, например, можно подобрать кормушку крупного размера с небольшим весом. Или же наоборот, флэт будет с маленькой кормоемкостью, но внушительным грузом. То есть тут вы сможете подобрать кормушку абсолютно под любые условия. И конечно же для каждого вида флэта здесь продаются соответствующие пресс-формы. Компания Грузила Опт не стоит на месте, а постоянно расширяет свое производство и соответственно увеличивает ассортимент продукции. Так, например, недавно у них появился замечательный совочек для прикормки. Конечно, на первый взгляд кажется ничего особенного, но когда на рыбалке часто работаешь с кормами, то вещь просто незаменимая. А совочек от Грузила Опт мало того, что стоит абсолютно недорого, так еще и качество исполнения приятно удивило. Добротный мощный пластик и большая вместительность. И также появился крутой девайс для карпятников. Это компактная и универсальная система для удобной и быстрой загрузки ПВА пакетов на 25 и 35 мм. В комплекте две трубки, двухсторонний поршень и две крышки для удобного хранения и транспортировки системы. Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом, заходите на сайт gruzilaopt.prom.ua. Здесь можно приобрести продукцию в розницу, а также есть очень интересные условия для оптовиков и магазинов. Вся продукция действительно очень качественная, многими позициями мы пользуемся уже не первый год, и я смело могу ее рекомендовать нашим подписчикам. А в описании под этим видео вы найдете промокод на скидку. Друзья рыбаки, всем привет! Наверное, вы уже соскучились по всяким рыболовным поделкам на нашем канале, поэтому сейчас я хочу показать, как из обычной велосипедной спицы или какой-нибудь другой подходящей для этого проволоки можно сделать простейший рабочий петлевяз. Конечно, я знаю, что петлевязы сейчас продаются в рыболовных магазинах уже готовые, и также я знаю о том, что петлю можно спокойно связать без петлевяза. Об этом писать не обязательно, я в курсе. Но я думаю, найдутся рыбаки, которым это видео будет полезным. И также мне всегда нравится что-то сделать своими руками и потом успешно этим пользоваться. Значит, как я уже сказал, петлевяз мы будем делать из куска велосипедной спицы. Также можно использовать другую подходящую проволоку. Главное, чтобы эта проволока была более-менее упругая, вот как спица. Видите, мы ее сгибаем немного, она возвращается в исходное состояние. И также желательно, чтобы проволока была нержавеющая, потому как петлевяз мы используем на рыбалке, а на рыбалке это, соответственно, вода, какой-то там дождь, в общем, влага присутствует, и обычная проволока из черного металла, она будет ржаветь. Поэтому спица, это, мне кажется, самый такой идеальный вариант. Значит, для изготовления петлевяза нам понадобится абсолютно простейший набор инструмента. Такой инструмент есть у каждого, даже не будем на этом останавливаться. В общем, берем нашу спицу и от ее конца отмеряем 10 сантиметров. И теперь в этом месте нам необходимо сделать загиб. Загиб лучше всего делать с помощью какого-нибудь кругляка, так называемой оправки. Ну, в качестве оправки я взял вот такой вот битодержатель, и он как раз по диаметру отлично подходит. И вот тут вот на метке вот так вот прислоняем его и загибаем. Вот такой вот у нас должен получиться загиб. Здесь можно поправить плоскогубцами. Первый изгиб, и нам необходимо сделать еще один изгиб. Второй изгиб мы делаем уже на вот этой длинной части.
Изгиб нужно сделать примерно напротив вот этого вот конца. Опять берем оправку, где-то вот здесь ее ставим и делаем загиб. Сформировали загиб, теперь опять же плоскогубцами подгибаем. Вот так вот. И теперь нам необходимо просто обрезать лишнее. Обрезать необходимо таким образом, чтобы у нас здесь вот торчал примерно сантиметр. То есть от этого конца, вот от этого свободного конца, чтобы у нас где-то вот эта проволока, вторая, чтобы она на сантиметр примерно была ниже. Ну, примерно. Здесь как бы можно и меньше, можно и больше. То есть где-то вот так вот здесь мы обрезаем. Есть. Поправляем все это плоскогубцами, подравниваем. И в принципе вот это у нас уже идеальный готовый петлевяз. Вот эта вот проволока, которая без изгиба, вот эта, должна быть перед вот этой. В общем, вот так. То есть не вот так ее надо загибать туда, а вот так, чтобы она была. И все. Ну, единственное, я сейчас этого делать не буду, потому как я себе такой петлевяз уже давно сделал. Это демонстрационный вариант. А вообще, если будете делать себе для рыбалки, то вот эти вот концы, они рубленые после кусачек. Их необходимо напильничком загладить, чтобы потом не порезать здесь леску или шнур. А так, в принципе, все готово. Ну и, конечно же, куда же без демонстрации. Для демонстрации я возьму вот такой вот бытовой капроновый шнур синего цвета, чтобы хорошо было видно на камеру. И, может быть, потом еще свяжем на рыболовном шнуре. Или даже на леске. В общем, берем шнур и от его конца там немного отступаем. Вот так вот одеваем на палец вот такую вот петелечку. Затем берем наш петлевяз. Вот так его заводим и делаем 2 оборота. 1, 2. Вот так. И теперь вот эту петлю, которая у нас на пальце, мы заводим туда вот вовнутрь петлевяза. Открываем немного и заводим. Все. Теперь смотрите, что происходит. Тянем вверх. И у нас получается петля, которая завязывается автоматически узлом 8. Ну, кто пользовался покупными петлевязами, знает, что покупной петлевяз вяжет петли узлом 8. То же самое получается и здесь. Давайте еще раз покажу. Поначалу может быть с непривычки показаться сложным, но на самом деле здесь все очень максимально просто. И потом уже можно вязать с закрытыми глазами. Вот берем, одеваем на палец петелечку такую вот. Петлевяз заводим сюда, делаем 2 оборота. И петлю, которая на пальце, заводим вовнутрь петлевяза. Отпускаем с пальца и стаскиваем вверх. Раз, затянули. Снимаем. И петля готова. Давайте теперь свяжем на... давайте на леске. Сейчас немного затемним фон с помощью такой досточки, потому как леску на вот этом вот светлом столе плохо видно. То же самое на леске. Берем леску, формируем петлю, одеваем ее на палец, заводим петлевяз, делаем вот такой вот оборот и петлю на пальце вставляем вовнутрь петлевяза. Снимаем с пальца и затягиваем. Видите, петля затягивается узлом 8. Готово. Также такой петлевяз хорошо использовать как затягиватель. То есть, например, мы когда затягиваем, там, завязываем крючок, можем одеть крючок там на эту часть или на эту часть. И, чтобы не поранить палец, затянуть хорошо. Там, ну или же вот опять же петлю связали и сразу же
можно хорошо ее затянуть. Поверхность эта вся полированная, поэтому она не повредит вашу леску или шнур. Вот так вот. Вот такой вот простейший петлевязик из куска проволоки и работает. Думаю, кому-то это будет полезно. В любом случае, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем пока, до новых встреч!